Всем привет, с вами Фрост и новое видео на моем канале. Сегодня видео будет на очень важную и интересную тему. Это, конечно же, статистика в игре What Head. Статистика, можно сказать, это одна из важных частей игры, потому что у многих игроков, и в принципе у меня тоже, это основная мотивация играть в игру. Для слабых игроков это мотивация учиться играть, чтобы как-то повысить свои цифры. А у более сильных игроков это также мотивация учиться играть еще лучше и ставить какие-то более жесткие рекорды, чтобы пробиваться в мировые топы. И сегодня в этом видео я предложу разработчикам сделать статистику, чтобы она была действительно нормальной, а не как у нас в Калибре сейчас. Очень надеюсь, что кто-нибудь из разработчиков Wargaming посмотрит это видео. Надеюсь на тот эффект, как это когда-то случилось у меня в Калибре. У меня разработчики в какой-то момент заметили. Правда, они решили не воспользоваться моими советами, из-за чего игра сейчас практически мертвая, но все-таки заметили. Перед тем, как я начну, обязательно попрошу вас подписаться на канал, потому что большинство из вас смотрят мои видео без подписки. Также обязательно ставьте лайки и пишите комментарии, потому что каждый ваш лайк, каждый комментарий очень сильно важен для продвижения канала. Также подписывайтесь на ВК-видео ВК-Плей Лайв, где я также выпускаю видео и стримлю. И подписывайтесь на Телеграм и Макс. Все новости по игре и не только вы можете найти только там. А теперь к теме видео. Как я говорил в начале видео, статистика — это очень важная часть игры для многих игроков. И вообще, из-за чего игроки играют в игру. Это абсолютно в любой игре так работает. И поэтому очень важно, чтобы разработчики правильно ее сделали. А не как я уже говорил сегодня в начале видео, в Калибре у нас ввели статистику, сделанную через одно всем известное место. Ты каждый день сидишь с калькулятором, чтобы высчитывать средние показатели. Статистику других игроков по отдельным оперативникам ты посмотреть не можешь. И вот это вот все. И еще куча разных недостатков, которые сделали 1С. И поэтому, чтобы подобного не произошло в What Head, я хочу предложить сделать статистику определенным образом, чтобы она сразу получилась нормальной. И не было никаких проблем. Мы могли уже видеть заготовленное окно под статистику на втором альфа-тесте, который был в феврале 2025 года. Вы сейчас можете видеть этот скриншот на экране. Сейчас мы его полностью рассмотрим. Сначала рассмотрим то, что уже есть. Наверное, начнем с правой верхней части. Это такое не очень обязательное. Это прогресс ЛБЗ. Как вы знаете, в What Head будут ЛБЗ, скорее всего. Потому что они уже были на первой альфе, мы могли их видеть. Потом на второй альфе мы их не видели, их убрали, они были недоступны. И, скорее всего, на релизе они будут. Может быть, не сразу, но точно будут. Потому что ЛБЗ — это тоже, как и статистика, очень важная часть игры, благодаря которой игроки в игре получают какую-то мотивацию играть. Переходим ниже. Это общий прогресс по аккаунту, по технике и агентам. Здесь мы можем видеть количество открытых агентов, количество открытой техники, а также количество техники, открытой по ролям. Это атакующие, защитники и снайперы. Что по этим показателям можно определить, на какой технике человек больше всего играет. Потому что есть некоторые игроки, которые не вкачивают все, а играют на определенной технике. И теперь переходим к основной статистике. Это левая часть экрана. Первое, что мы можем видеть, это, я не знаю, как это можно назвать, типа уровень аккаунта. И каждый уровень аккаунта называется каким-то военным званием. Типа как в данный момент мы можем видеть второй лейтенант. Этот показатель тоже показывает, сколько игрок играет в игру. Но это, в принципе, не основное. Основное мы уже сейчас будем разбирать. Первое — это рейтинг КД. Он будет показывать, насколько вы эффективны в бою, что сколько вы убиваете и сколько умираете. Чем этот рейтинг выше, тем лучше. Рассмотрим на примере. Если рейтинг КД единица, то это значит, что в каждом бою игрок умирает и убивает одинаково. Если 2 единицы, то значит, игрок в бою убивает в 2 раза больше танков, чем умирает сам. И так далее. Следующее — Total Hour Played. Это количество часов, наигранных в игру. Я считаю, что это нужно убрать. Оно, в принципе, не нужно, и это нужно заменить на более всем привычное количество боев, как это сделано в старых танках. Но это еще не все показатели, которые будут, скорее всего, в статистике. Мы можем внизу видеть кнопку Check All Stats. Это можно посмотреть более расширенную статистику. И тут уже интересно начинается, что разработчики туда могут добавить. И тут я уже буду предлагать свои варианты, которые я хотел бы видеть в этой статистике. Сначала пойдем опять же по основной статистике. Как я говорил до этого, рейтинг КД в принципе нормально, потому что вот Head — это игра, сделанная по концепции Call of Duty, и нету такого, как в старых танках. А также изменить
часы на всем привычное количество боев. А также в общую статистику нужно добавить много разных других еще параметров. Это, конечно же, процент побед. Хоть это не так важно, потому что на процент побед играть тяжело. Потому что кроме тебя еще играет много других игроков. Если мы берем режимы 5 на 5, то у тебя еще в команде 4 игрока. Если мы берем 10 на 10, то 9 игроков. Что на победу влиять очень тяжело. Поэтому это не такой основной показатель, который определяет скилл игрока. Также очень важно добавить показатель, это средний урон по аккаунту. Это мы еще говорим про основную статистику. Что тут будет собираться средний урон по всей технике и будет показываться здесь. Также можно добавить максимальный урон. Это будет показывать максимальный урон по аккаунту, который игрок вообще настрелял. Также это можно сделать и с очками. Среднее количество очков и максимальное количество очков, ну либо опыта. Вот это можно считать одно и то же. И раз уж далеко не ушли от очков, я хочу сразу сказать, что в послебоевой статистике, в рейтинге топ-100, который мы уже могли видеть тоже на втором альфа-тесте, нужно сделать привязку именно к среднему урону, а не к очкам. Потому что очки могут не показывать действительный скилл игрока. И нужно именно в первую очередь делать сортировку по урону. Дальше какие показатели еще нужно добавлять в общую статистику? Это среднее количество фрагов. Это сколько игрок убивает танков за бой. Следующие несколько параметров это средний натанкованный урон и максимальный натанкованный урон. Тоже очень важно. Особенно, когда мы перейдем в отдельную статистику по танкам. На конкретных танках это будет определять, как хорошо игрок танкует. Дальше нужно добавить тоже параметр, это процент попаданий. Тоже очень важно, насколько часто игрок попадает в танк, а не стреляет мимо. Потому что вот хиат, точность, можно сказать, отличная. Особенно по сравнению со старыми танками, когда у тебя каждый выстрел летит в землю. В этой игре такого нет. Поэтому точность должна быть очень высокая у большинства игроков. Дальше очень важный параметр, который тоже должен быть, как я считаю, это процент попадания по модулям. Вот это, можно сказать, вообще один из основных параметров, который будет показывать скилл игрока. Этот параметр будет показывать, насколько хорошо игрок знает, куда стрелять в танк, и чтобы нанести максимальный урон. Перед тем, как я продолжу, еще немножко саморекламы. Не так давно я сделал платные подписки на Boosty, которые связаны еще с VK Play Live. Купив подписку, вы будете получать доступ к эксклюзивным постам, которых нету нигде. И в будущем количество постов будет все больше и больше. Возможно, даже будут анонсы видео подробные, если наберется слишком много платных подписчиков. Также бонусом вы будете получать увеличенный фарм баллов на VK Play Live. Как я не раз говорил, в будущем, когда я уйду из Калибра, количество бонусов платной подписки будет в разы больше. И бонусы будут очень жирные, в зависимости, опять же, от цены подписки. Самая дешевая подписка стоит недорого, поэтому, если кто из вас хочет поддержать канал, дать мне больше мотивации выпускать больше качественного контента, то платная подписка — это лучший способ это сделать. Также нужно ввести урон по содействию, средний и максимальный. Урон по содействию, в принципе, в этой игре существует, когда вы, например, поставили танк на гуслю, и ваш союзник настреливает урон, либо убивает по вашей гусле. И даже когда вы играете в бою, вам ничего за это не насчитывают. Может быть, конечно, это опыт вам какой-то и дают, что по вашему катку убили противника, но такого параметра, как ассист, в игре не существует, поэтому хотелось бы тоже, чтобы это добавили. И последнее, что я хочу предложить добавить в основную статистику, это рейтинг. В старых танках этот рейтинг называется ВТР. В принципе, такое же название можно оставить и здесь. И этот рейтинг ВТР должен рассчитываться из нескольких переменных. Первое — это средний урон. Вторая переменная — это процент попадания по модулям. И третья переменная — рейтинг КД. Это три основные переменные, которые максимально показывают скилл игрока. И от этих переменных должен рассчитываться рейтинг ВТР, который будет показывать, насколько игрок хорошо играет в эту игру. Но, как я говорил до этого, после боевой статистики должен показываться средний урон в первую очередь, а не опыт. Теперь переходим к конкретной статистике по танкам. Статистика по отдельным танкам, она тоже нужна, чтобы можно было зайти на каждый танк и посмотреть, как хорошо на нем игрок играет. Не помню, говорил я до этого или не говорил, возможность посмотреть эту статистику должна быть не только у себя, но еще и у других игроков. А не как я до этого говорил у нас в Калибре. У других игроков посмотреть нельзя, только общую. В отдельной статистике по танкам
В принципе, должны быть те же показатели, что и в основной статистике. Это бои, процент побед, КД, процент попадания по модулям, средний урон, опыт, фраги и так далее. Просто это будет показываться на каждом танке, насколько игрок на нем эффективен. Теперь давайте перейдем тоже к немаловажной части. Это зал славы. Опять же, это можно все взять и скопировать из старых танков. Поскольку, чтобы мне не пришлось устанавливать евро-клиент танков, я взял зал славы с сайта РУ региона. И вы сейчас можете видеть, как это в принципе выглядит. Что вы можете посмотреть лучших игроков на определенном танке за какой-то там промежуток времени. Можно сделать там за все время, за последний месяц, за неделю. И опять же, в зале славы сортировка игроков должна быть по нескольким параметрам. Это количество боев, процент побед, средний урон, среднее количество очков, рейтинг КД, процент попадания по модулям. Можно еще какие-нибудь дополнительные сюда параметры добавить. Но вот это вот основное, то, что должно быть. И такая статистика должна быть по каждому танку, чтобы могли зайти посмотреть лучших игроков по определенному танку. И вот этот зал славы, это тоже очень хорошая мотивация играть в игру и самое главное учиться хорошо играть в эту игру. Потому что каждый нормальный игрок захочет попасть в топ. Вот я лично, если такую механику веду, буду очень сильно стараться попасть в топ лучших игроков в мире. В этом зале славы. И это очень хорошая мотивация учиться играть в игру. Также еще можно сказать про рейтинг топ-100. Я хоть его уже сегодня упоминал, но его тоже хотелось бы, чтобы немного переделали. Как я до этого говорил, добавить сортировку по урону в первую очередь. Или можно даже в данном случае добавить рейтинг ВТР и по нему сортировать игроков, а не по очкам, как это было сделано на втором альфа-тесте. И можно, в принципе, топ-100 расширить хотя бы до топ-1000. Потому что топ-100 как будто слишком мало. Ну и в принципе на этом все. Основная суть, которую нужно понять, я предлагаю скопировать статистику со старых танков в новые танки. Потому что в старых танках у разработчиков есть охуенный опыт в этом плане. И вот эта статистика, которая есть в старых танках, она отлично работает. Поэтому почему бы не сделать здесь то же самое. И все же у меня больше веры в ВГ, что они сделают по-нормальному. Опять же, как и говорил, у них есть огромный опыт в старых танках. А не то, что как у нас в Калибре. Игра вышла, прошло, наверное, года 3, а то и больше. Я уже точно не помню. И только после этого появилась какая-то первая кастрированная версия статистики. Потом прошло еще год-полтора, и они ввели статистику по оперативникам, и то все сделано через жопу. И нельзя смотреть статистику у других игроков, только у себя. И как и говорил до этого, я в этом плане верю в ВГ, что они сделают по-нормальному. И, наверное, на этом видео буду заканчивать, чтобы сильно не затягивать. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Также ставьте лайки и пишите комментарии для продвижения канала. Также подписывайтесь на ВК-видео, на ВК Плей Лайф, на Телеграм. Всем до скорого и всем пока.